Это позитивная история пары отчаянных оптимистов, которые отправились на дикие северные острова в поисках своего мечтаемого курорта с бесплатной едой и приключениями. И провели там 100 дней вместо запланированного месяца. Для этого рыбачили и добывали лесную еду. Но начинается все в Китае. В том самом динамичном и густонаселенном Китае, где чудесным образом сочетаются древние традиции и высокие технологии, где много людей пытаются жить в гармонии с природой. Там наши герои Дмитрий и Ольга уже 4 года живут и работают. Живут свою сытую, размеренную жизнь. Они тоже, как и большинство китайцев, пытаются найти гармонию с природой. Живут на пуэрной фабрике, собирают, готовят и пьют чай. Много чая. И там, между делом, конструируют и строят лодки мечты. Большие и легкие, которые всегда с собой. Лодки кочевников. Потому что в Китае это возможно. Это ведь фабрика всего, любых материалов, даже самых фантастических. Конструкцию выбрали по мотивам морских каяков коренных народов Арктики. Чтобы можно было далеко и надолго, в большую дикую природу, в мечту о просторе, о воле. И вот, когда лодки уже наконец-то готовы, можно было бы отправиться в это самое далеко и надолго. Но нет подходящего места в Китае, чтобы даже попробовать дикую природу. Не говоря уже о далеко и надолго. Слишком много тут людей. Непростой выбор. Продолжать жить свою сытую жизнь в Китае и забыть о мечте? Или зажмуриться и уехать с лодками в дикую природу. Волнительно. Май 22-го на дворе. Но на что человек готов ради мечты? Они срочно покупают билеты на кое-как летающие рейсы и возвращаются в Россию. Чтобы отправиться на своих новых каяках в большое плавание по островам Белого моря, где мало людей и много природы. С целью раствориться в ней, родной землей зарядиться и заодно проверить, где ли свои свежепостроенные лодки. Они настоящие у вас получились или китайская копия? А вы сами-то настоящие или поддельные? А вы не боитесь, что вам шишка на голову упадет? Может, лучше было в городе остаться? Из продуктов в этот раз берем только самое базовое. Муку, сахар, соль, крупы, макароны и чай. На месяц. Больше все равно не увезти. В остальном решили полагаться на собственные силы, знания и удачу. И понимание, что еда в лесу и в море есть. Она повсюду. Надо только дать ей шанс войти в свою жизнь. Каяки в жизни арктических кочевников былых эпох занимали ключевое место. На каяках и охотились, и рыбачили, и перевозили весь свой скарб с места на место. Наши герои в душе тоже арктические кочевники, нового поколения. Arctic Nomads, так сказать. О, так свои лодки и назовем. Arctic Nomads. О, хавчик. Дикий лук. Опыт предыдущих приключений и здравый смысл говорили, что на сотовую связь и интернет в малообжитых местах рассчитывать не стоило. И действительно, вскоре после старта сигнал сотовой сети пропадает. Редкие поселки на карте как будто бы есть, а магазинов их нет. Не то чтобы интернета. Но есть таксофон. А прогноз погоды, вон, по небу смотрите.
Уже я больше не могу. Ой, нет, могу. Тоска по интернет-соединению замещается Bluetooth, или в переводе синезубым соединением. Bluetooth соединение. Просто и эффективно. Чай, как важный компонент процесса созерцания бесконечной красоты природы, вскоре проявил свой недостаток – несвоевременную конечность запаса, и потребовал пополнения. Шеф, у меня для вас хорошая новость. Нашлось, чем заменить чай. Иван-чай, приготовленный по чайной технологии, вполне себе прекрасно заменяет китайский чай в круговороте созерцания. К слову сказать, Иван-чай оказался первоклассным и вездесущим зеленым овощем. И пить его вкусно, и есть. Спортивное надувательство. Хочу вас порадовать. Находить и осваивать новую еду в лесу каждый раз приводит в искренний детский восторг. Привыкнуть к этому, кажется, невозможно. Есть же такое полярное маракуйя. Но это когда чернику с морозкой смешиваешь и на манку кладешь. Приятного аппетита! Первая зубатка. Жаркие дни были в последнее время, ветер дул. Дождя давно не было. Вода на скалах вся высохла. Нету воды в лесу. Ручьи редко встречаются. Брусничный коктейль пьем. А вот тоску по хлебу можно выместить только хлебом. Традиционный метод рыбной ловли в этих местах – на палец. Мы традиции чтим. Особенно, когда уточки просолились и перестали работать. Хорош. Ха-ха, две! Тихо, тихо, не запутывать снасть. Вот и лето кончилось, а вместе с ним растворились и бесконечный день, и бесконечный же закат. Темнота ночи стала набирать силу.
Ветер из удобно сдувающего комаров и мошку теперь стал рвать палатку и тент и значительно выстужать косточки под пуховкой. Укрытие от ветра теперь становится приоритетом. С погодой повезло. Как говорится в песне. Дождь идет 4-й день. Ну холодно, ну еда кончилась. Что ж теперь, психануть и уехать? Да и лебеди на зимовку летят. Курлы, курлы. Как уезжать-то? Нет, темная ночь всегда заканчивается. Солнце всегда выходит на завтра и высушивает все намокшие вещи. Надо только подождать, не паниковать и делать, что должен. Заземление продолжается. А еда? Море даст. А еда море даст. По таким волнам серфить может быть. Давай правее! На тип! Сильно правее типа! Нам надо разворачиваться и идти вот туда, к берегу, обратно. Нас утаскивает в море. Надо искать возможность слиться по ветру по волне и зайти за угол за ним. Все, можно дать себя стащить волной, ветром туда. Сурово стало. По краю ходим. Может, пора уезжать? Хватит. Нет, не может такого быть. А кто ж вместо вас листики-то желтые летящие из березок смотреть будет? Уезжать не пора. Подкожное сало кончилось, мышцы по-звериному окрепли. Лес стал прозрачным, вода в море ледяной, а воздух морозным, дни дождливыми, трава насквозь мокрыми. Гамаки трансформировались в ветрозащиту. А костры большими стали, теплыми. И дров, конечно, больше требовать стали. Стояночка. Рыбу ловить в неспокойном море стало сложнее. Съедобные травы пожухли с первыми морозами, грибы и ягоды замерзли. На литорале утром ледок. Вот и листики с березок полетели. Еще немного, и можно будет играть в грибной ледокол. И голов.
что именно здесь чувствуется